Здравствуйте! Доброго вам здоровья! Сегодня я расскажу, как избавиться от сильного кашля с помощью эффективного и очень вкусного лекарства. Таким вкусным лекарством понравится лечиться даже детям. Для приготовления вкусного лекарства нам понадобится сливочное масло хорошего качества 100 грамм. Это масло положить в чашку и растопить на водяной бане. Затем туда бросить большую плитку шоколада, она обычно 90 грамм, предварительно ее разломив на маленькие кусочки. Шоколад должен быть хорошего качества, чтобы в составе было много какао. Молочный шоколад не подходит. Это все держать на водяной бане и ждать, пока растопится. Затем на блендере размельчить 1 стакан очищенных грецких орехов и высыпать в растворившееся масло и шоколад. И в последнюю очередь туда же добавить 1 стакан хорошего качественного меда, примерно 200 мл. Почему мед добавляем в конце? Для того, чтобы он растаял и не закипел, и не потерял свои свойства. Мешать до тех пор, пока будет однородная масса. Убрать в отдельную емкость с крышкой. Кушать по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. В перерывах между приемами вкусного лекарства пить минеральную воду боржоми 3 раза в день, примерно по 250 мл. В стакан с боржоми бросить 1 таблетку мукалтина. После того, как бросили таблетку мукалтина, он зашипит и сразу же надо пить. Но перед тем, как мукалтин бросить, нужно боржоми немного разогреть на водяной бане, чтобы минеральная вода была тепленькая. На 1 день уходит 1 бутылка боржоми. Минеральную воду нужно покупать обязательно хорошего качества, настоящую. Она продается в аптеке. Кашель проходит за неделю. Также нужно выпивать в течение дня 1,5 литра хорошей воды. Но вода должна быть не только хорошая по химическому составу, но должна быть хорошей и по структуре. Человек – существо водное, жидкости в нем содержится более 70%. Организм человека потому и сильно реагирует на обезвоживание. Потеря всего 6-8% влаги от 100% веса тела способна вызывать состояние, близкое к обмороку. Печень, почки, кожа и легкие непрерывно очищают кровь и все тело человека от вредных, ненужных для роста и жизнедеятельности организма веществ. Кроме вредных веществ, вода вбирает в себя информационный мусор, который превращает воду в хаотическое сборище молекул, на фотографию которых смотреть тревожно и неприятно. А как же отреагирует наш организм на вторжение такой воды? Здоровья уж точно не прибавит. Надо поговорить с водой, сказать воде «люблю» и «благодарю». Это позволит ей восстановить правильную структуру и оказать благотворное влияние на организм. Многие исследователи считают, что в нашем организме жидкость имеет структуру талой воды. Значит, если мы пьем структурированную воду, то организм сразу же использует ее. А если вода имеет другую структуру, то организму приходится тратить часть собственных сил для приведения воды к нужному виду. Вода обладает памятью, так что при воздействии на нее формируются энергоинформационные структуры. Можно сравнить фотографию воды, которой сказали слово «люблю», и фотографию воды, при которой сказали бранное слово. Между ними большая разница. Японский ученый доктор Масару Эмото исследовал воду. Если на воду говорили хорошие слова, а потом замораживали немного воды и рассматривали в микроскоп, то получался очень красивый кристалл, очень красивый рисунок. И наоборот, если на воду говорили плохие слова, то в ней молекулы располагались хаотично, был очень некрасивый рисунок. Поэтому перед тем, как выпить воду, скажите ей хорошие слова, зарядите воду положительно.
Дорогие подписчики, я уезжала и поэтому так долго не отвечала на ваши вопросы. Я постараюсь как можно скорее ответить на все ваши вопросы и в ближайшее время выложить видео, которые обещала. Если ответы на вопросы будут короткие, то отвечу в комментариях, а если ответы будут длинные, то буду отвечать на них в конце видео. Удачи вам во всем! Подписывайтесь на мой канал «Как быть здоровым». Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Всего вам доброго, доброго здоровья, до свидания.